Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас в эфире нежные, влажные творожные куличи. У меня на канале уже есть рецепт творожных куличей, очень многим он полюбился, но, к сожалению, некоторым в нем не хватило сахара, не понравилась ночная расстойка теста, поэтому я учла все ваши комментарии, все ваши пожелания, доработала, улучшила этот рецепт и надеюсь, что теперь он обязательно понравится абсолютно всем. Ну а еще мы с вами сделаем вот такой очень стильный декор. Итак, начнем с сухофруктов. Я буду использовать изюм, вы можете использовать абсолютно любые цукаты и сухофрукты. Здесь у меня 150 грамм изюма. Я его хорошо промыла, теперь добавляю к нему цедру одного апельсина. Можно добавить немножко ароматного алкоголя, это может быть ром или коньяк. Далее выжимаю из этого апельсина сок, добавляю сок и все хорошо перемешиваю. И вот эти замоченные сухофрукты необходимо оставить лучше на ночь, чтобы они хорошо пропитались. Обратите внимание, они должны быть полностью покрыты жидкостью, и вот эту жидкость за ночь они в себя впитают и будут очень ароматными. Теперь перейдем к опаре. Молоко нужно нагреть до теплого, но не горячего состояния. К молоку добавляем примерно половину столовой ложки сахара, добавляем свежие дрожжи, все хорошо перемешиваем, чтобы дрожжи и сахар полностью растворились. Затем добавляем заранее просеянную муку, чтобы в итоге получилась консистенция жидкой сметаны. Сахар и муку берем из общего количества, все граммовки будут в описании под видео. А пару оставляем в теплом месте, без сквозняков подходить. Она должна увеличиться минимум в 2,5 раза. Тем временем в чашу для замешивания отправляем 2 яйца плюс 2 желтка. Белки мы оставляем. Один белок нам понадобится для того, чтобы смазывать куличи. Из второго белка можно приготовить либо белковую глазурь, либо еще один вариант декора, который я вам покажу чуть позже. Итак, для теста берем 2 яйца плюс 2 желтка. Далее добавляем творог. Я беру обычный магазинный творог в брикетах, жирность 5-9%. Добавляем сахар, соль, ванильный сахар и все хорошенечко пробиваем блендером до однородности. Если нет блендера, ничего страшного, можно все хорошенечко перемешать с помощью миксера, а если творог крупинчатый, протереть его заранее через сито, потому что вот эти крупинки, они зажарятся на поверхности кулича и потом будут твердыми. В итоге должна получиться вот такая гладкая масса. Возвращаемся к опаре. За это время она у меня увеличилась раза в 3. Обратите внимание, на поверхности стали лопаться крупные пузыри. Это значит, что опара дошла до своего пика. Посмотрите, какая она воздушная, вся пронизана пузырьками воздуха. Это значит, что дрожжи отлично работают. Опару отправляем ко всем ингредиентам, перемешиваем до однородности, после чего начинаем частями добавлять оставшуюся муку и замешиваем тесто. Я замешиваю тесто прямо в чаше, сначала с помощью венчика, а затем уже руками. Вы можете воспользоваться услугами вашего кухонного помощника, например, хлебопечки, либо планетарного миксера. Самое главное, это тесто нужно хорошо вымешать, минимум 8-10 минут. Муки вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше указанного в рецепте количества. Это будет зависеть от многих факторов, и от влажности творога, и от размера используемых яиц, и от качества самой муки. Поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста. Самое главное, не забивайте тесто мукой, пусть оно будет лучше чуть липковатым. Кстати, чем дольше вы будете вымешивать тесто, тем лучше в нем разовьется клейковина и тем меньше оно будет липнуть к рукам и к рабочей поверхности. На данном этапе мы начинаем чередовать добавление сливочного масла и оставшейся муки. Масло чуть раньше достаньте из холодильника, чтобы оно было вот таким вот мягким. Пару кубиков добавили сливочного масла, хорошо замешали. Обратите внимание, тесто будет очень вот таким вот липким. Это не очень удобно в работе. Можете, пожалуйста, в планетарном миксере все это делать, если вам удобно. Вмешали масло, добавили немножко муки. Вмешали, затем опять добавили масло. При таком способе хорошо развивается клейковина, мы увеличиваем время замеса теста, так как небольшими порциями все добавляем и хорошо вымешиваем. И в итоге тесто получается просто обалденным. Обратите внимание, небольшое количество муки у меня осталось, я ее сразу сейчас добавлять не буду, потому что тесто уже отлично отходит от чаши, практически не липнет к рукам. Эту муку я оставлю на тот момент, когда буду добавлять влажные сухофрукты, и именно тогда нам мука и понадобится дополнительно. Посмотрите, тесто очень мягенькое,
Оно липковатое, но в то же время довольно хорошо отходит от рук. Укладываем тесто в чашу, накрываем пищевой пленкой и оставляем для брожения. Тесто должно увеличиться минимум в 2,5 раза. Я ставлю тесто в выключенную духовку, рядом ставлю стакан с кипятком, закрываю духовку и оставляю. Времени понадобится примерно 1,5-2 часа, но ориентируйтесь все-таки на объем. Потому что все будет зависеть и от температуры, и от качества дрожжей. Посмотрите, как у меня хорошо поднялось тесто. Чуть меньше 2 часов у меня прошло, оно раза в 3 увеличилось. Смотрите, какое оно воздушное. Вы не представляете, насколько оно ароматное. Посмотрите на его текстуру. Это просто восторг. И пришло время добавить сухофрукты, которые я замачивала накануне вечером. За это время сухофрукты впитали в себя весь сок, весь ароматный алкоголь. Они очень влажные, и поэтому на данном этапе при вмешивании сухофруктов нам понадобится дополнительная мука. Немножко муки у меня осталось от общего количества, и именно ее я сейчас буду добавлять. Остаток муки высыпаю на стол, выкладываю тесто и будем его делить и формовать куличи. Тесто нужно слегка обмять в муке, чтобы оно не прилипало к рабочей поверхности. Из данного количества у меня получается 4 кулича диаметром 9 сантиметров. Либо можно 2 кулича побольше сделать, либо 6 куличей поменьше, это уже как вам хочется. Тесто желательно делить на весах, чтобы все куличи были одного размера. Я буду использовать бумажные формы, диаметр и высота их 9 сантиметров. Беру кусочек теста, округляю его, защипываю снизу, весь изюм сверху убираю, чтобы он не горел, засовываю его вовнутрь. Вот таким образом формую немножечко удлиненную заготовочку и сажаю форму швом вниз. Уплотняю. Тесто должно занимать не больше половины объема формы. Заготовки должны хорошо подойти, накрываю их пленкой и оставляю в теплом месте без резких перепадов температуры. Когда тесто хорошо подошло и сравнялось с верхним краем формы, можно выпекать. Сверху смазываем либо взбитым яйцом, либо белком, тем, который остался. Осторожненько кистью, потому что тесто очень нежное. И отправляем выпекаться. 170-180 градусов, в зависимости от того, как жарит ваша духовка. Ставим в центр, вверх-вниз, без конвекции. Выпекаем минут 30 примерно, до румяного цвета. Если вы видите, что сверху уже сильно румянится, а внутри еще палочка сырая выходит, накройте фольгой и допекайте до готовности. Больше ориентируйтесь не на время, а именно на деревянную палочку. Вставляйте в центр, на ней не должно быть кусочков влажного теста, она должна выходить абсолютно сухой. Даем куличам немножко остыть, их можно хранить прямо в этих бумажных формах, так они хранятся дольше не черствеют, а можно эти формы снять тут уж по желанию. Я снимаю вот таким вот образом, небольшими фрагментами. И вот такие аппетитные румяные куличи получаются в итоге. Теперь давайте их украсим. Для декора мне понадобится бисквитный мох. Для него 30 грамм яичного белка, 8 грамм сахара, щепотку соли, смешиваем и взбиваем миксером на высоких оборотах до плотных пиков. Меренга должна получиться достаточно плотной. Если вы перевернете чашу, она останется на месте и никуда не денется. Именно вот такого состояния нужно добиться. Далее соединяем муку с разрыхлителем, просеиваем в один прием и на минимальной скорости миксера перемешиваем до однородности. После этого можно окрасить мох в любой цвет, который вам необходим. Я добавлю капельку зеленого красителя и капельку коричневого, чтобы в итоге получился такой не слишком яркий зеленый цвет, больше приближенный к оливковому. Все хорошо силиконовой лопаточкой еще промешиваем по дну, перекладываем. Я буду использовать бумажные формы небольшого размера, которые предназначены для куличей. Можно использовать одноразовые стаканчики, либо пластиковые, либо бумажные. Можно использовать капсулы для капкейков с усиленным краем, в общем, то, что у вас есть в наличии. И отправляем в микроволновку на минуту при мощности 800. Даем остыть, и бисквитный мох готов. Теперь глазурь для покрытия куличей. Можно приготовить обычную из белка и сахарной пудры, можно приготовить ту, которая не крошится при нарезании на желатине.
подробный рецепт есть на канале, ссылочку оставлю. У меня от смазывания осталась примерно половина белка. Я добавила к этой половине белка сахарную пудру, все взбила до плотности, добавила водичку до нужной консистенции. И, в общем, этой глазури мне на 4 кулича прекрасно хватило. Добавлю еще капельку голубого красителя, чтобы получился такой нежно-нежно-голубой цвет под яйца, которые я буду использовать в дальнейшем для декора. Готовую глазурь я наношу на кулич с помощью ложки и распределяю равномерным слоем, формируя красивые подтеки по краям. Пока глазурь не застыла, сверху я устанавливаю декор из вот такого шоколадного гнездышка. У меня на канале есть очень подробное видео по изготовлению пасхального декора. Там я показываю очень подробно, как сделать такие гнездышки из шоколада, как сделать небольшие сахарные яйца для декора куличей, они прям очень милые. Далее в центр выкладываю кусочки бисквитного мха. И в центр небольшое яйцо. Я сегодня использую это покупные яйца, марципан в глазури. Можете использовать сахарные, но сахарные они, конечно, больше для декора, потому что такие жестковатые получаются, когда высыхают. А эти вкусненькие, ссылочку вам оставлю. Так, ну и пока глазурь полностью не застыла, давайте разрежем один куличик. Они вот только-только свежеприготовленные. Вы не представляете, насколько они нежные, что я прям с большим трудом их режу. И хочу вот один разломила, хочу вам показать этот потрясающий мякиш. Какие они влажные, какие они ароматные. Обязательно пробуйте. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся.